Ну что ж, ребята, и снова всем привет! Сегодня мы поговорим с вами, как же выбрать толкового специалиста, если вам необходимо сделать какой-то ремонт. Будь то это маляр, будет у вас сварщик, либо вам двери в доме надо поставить. В первую очередь нужно обращать внимание на то, какой человек это делает, какими вот приоритетами в жизни он руководствуется. И вот сегодня мы об этом с вами и поговорим. И первое, с чего бы я хотел начать этот разговор, это с того, что если вы и выбираете какого-то специалиста, обязательно вы должны это сделать по рекомендации. Тот человек, который вам его порекомендовал, он с ним общался, он знает результат, он уже уверен в том, что, скорее всего, этот человек вам сделает ремонт хорошо, потому что обратите внимание, как делают богатые люди. Богатый человек никогда никакого специалиста, практически никогда, не ищет по рекламе. Богатый человек деньги свои ценит, и поэтому он только работает с рекомендацией. Если ему порекомендовали, то почему бы и нет. И следующий момент, на который я лично бы обратил свое внимание, это на то, какой у человека порядок. Если вы приехали к нему в гараж, обратите внимание, как у него находится инструмент, все разложено по полочкам, либо валяется вместе с мусором, там, к примеру, болгарка лежит в мусорке, там еще что-то. То есть у того человека, у кого есть порядок в гараже, у него есть порядок в голове, у него есть порядок в машине, скорее всего, у него порядок с деньгами, скорее всего, у него порядок везде. И с таким человеком сотрудничать – это одно удовольствие. У того человека, у которого срач повсюду, точно так же он делает свою работу обосранными трусами. Постарайтесь на это обратить внимание. Но еще хочу один момент сказать. Если у человека все обосрано в гараже, то вполне возможно у вас есть шанс, что он вам сделает хорошо. Но шансы здесь невелики. Идем дальше. Следующее, на что бы я обратил внимание, это на то, как человек себя ведет. Есть болтуны, которых не остановить, такое ощущение, что ему на радио надо работать. Он вам одно, второе, третье уже за жизнь пошли говорить. Стопэ. У нас ограниченное время, то есть он не ценит не свое время, он не ценит не ваше время. Человеку, как батарейки, на день дается определенный заряд. Плюс-минус, у кого-то там чуть больше, у кого-то чуть меньше. Если он вот так со всеми балаболит, то извините меня, когда он будет заниматься там моим автомобилем или каким-то ремонтом? Вот вам и ответ. Он с одним будет разговаривать по телефону, потом со вторым, с третьим, кто-то еще подойдет. Короче, месяцами будет делать то, что вам надо. И по факту потом еще предъявит за то, что я делал долго ваш там дом, машину, квартиру. Будьте добры, заплатите мне чуть-чуть дороже. Следующий пункт, насколько он вам пригодится, я точно не знаю, но мне он однажды пригодился очень сильно. Не имейте дела с должниками. Те люди, у которых есть долги, эти люди берут с этого мира больше, чем дают. Вот и поэтому отсюда и получаются эти долги. И когда человек мотивирован долгом, ему нужно где-то вырвать денег, поверьте, в самую последнюю очередь он будет делать что-то для вас хорошо. Это не всегда бывает, но если от этого перестраховаться, потому что с этими людьми взаимодействовать сложно, то не всегда они все доводят до конца. У одного набрались долгов, у второго, у третьего, и потом это их начинает засасывать, и поверьте, очень часто эти люди дело до конца не доводят. Знаете, вот ты начинаешь с ним разговаривать, а он сразу: да я там все, да я там то, там я тому сделал, все, там я там по красоте, там. Потом вы принимаете работу, там выглядит плюс-минус это так.
ой, да здесь что-то не то, там не тот материал был, да это плохой инструмент, да это еще что-то. Они всегда себя так ведут. Они не могут признаться самому себе в том, что в первую очередь этот человек сам виноват в этой проблеме. Да и в принципе у них по жизни все идет так. Однажды я услышал одного товарища успешного, он там, у него там своя фирма, короче, он неплохо зарабатывает, у него все классные сотрудники, ну, относительно. Он сказал такую фразу: «Я на работу набираю только стройных ребят». У него спрашивают, почему? Он объясняет, если человек не может следить за собой и за своим телом, а в нашей жизни это самое ценное, что у нас есть, то скажите мне, как он сможет следить за моим бизнесом. И вы знаете, отчасти я с ним соглашусь. Согласитесь ли вы мне напишите, пожалуйста, в комментарии. Возраст. К этому можно отнестись немножко скептически, но все же. Помните, что человек становится специалистом и обладает всей картиной своего дела, плюс-минус, как говорится, 10 тысяч часов рабочих у него должно быть за плечами. Если вы нанимаете кого-то там 18-летнего, то вероятность того, что у него за плечами есть такой, как говорится, багаж, небольшой. Педантичность. Такая черта характера, когда человек все делает щепетильно. Это можно заметить по его одежде, по его порядку, тому, как он разговаривает, по тому, как он себя ведет. То есть везде прослеживается именно аккуратность и запаривание по самым мелочам. Даже, казалось бы, какая-то финтиклюшечка в гараже у него там висит, но он для нее специально сделал какую-то коробочку, где вот это все. На мой взгляд, это немножечко попахивает каким-то неврозом в голове, но для клиента это зачастую идет в плюс. И, кстати, пользуясь случаем, сейчас мы немножко с Бэхой притормозим, буквально на месяцок, я думаю, может чуть-чуть побольше. Купил себе вот такую вот херобору под восстановление, заказывал ее с Америки. По ней будет, конечно же, полный видосик. Сначала я буду его частями, наверное, снимать. Вот здесь вот такая вот беда, вот такая. Короче, колеса вот такие вот. Но я думаю, наверное, они еще походят. Завулканизируем их. Шутка, конечно. А так, позаду машина вообще целая. Короче, об этом, обо всем уже будет чуть-чуть попозже. Так что, ребята, кто не подписан, подписывайтесь. И обязательно в Инстаграм мой подписывайтесь, потому что это я все в сторисах в первую очередь снимаю, а потом уже монтирую и выкидываю на YouTube. У многих постоянно возникают споры, что выбрать: СТО либо гараж. Лично, на мой взгляд, вы должны понимать, чем мотивирован человек. Когда человек работает на себя, он мотивирован своей репутацией. Когда человек работает на СТО, я думаю, многие с этим сталкивались. Ты возвращаешься на СТО по гарантии и слышишь в ответ: а этот человек здесь не работает. Так подождите, какая мне разница, работает он здесь или нет? Я обратился на ваше СТО, чтобы вы мне сделали машину. Ваш сотрудник – это ответственность вашего СТО. Если он у вас работал неофициально, ребята, это уже ваши проблемы. Поэтому, когда вы обращаетесь на СТО, у вас обязательно должен быть заказ на ряд, что вашу машину приняли, что вам оформили все бумаги. Если у вас этого нету, то если ваша тачка сгорит в СТО, то, ребятушки, вам никто ничего не вернет. Об этом тоже нужно знать. Когда вы обращаетесь на СТО, знайте, то, кто там работает, это отражение владельца. Если владелец, там, директор, учредитель, кто он там, он порядочный человек, извините за выражение, мразь у него работать никогда не будет. У него будут работать порядочные люди, которые делают свою работу порядочно, уважают своего директора и не хотят перед ним упасть в грязь лицо. Ну, либо чтобы он, грубо говоря, их нагнул.
Он должен быть лично для вас приятен. Я не могу дословно объяснить, как это происходит, но вы в любом случае замечали те люди, которые вам, не напрягают, они вам импонируют, то есть они вам нравятся. Это как-то происходит на невербальном уровне. Есть люди, с которыми вам хочется сотрудничать, а есть люди, с кем вы, как говорится, в поле срать даже не сядете. Так вот, это учитывайте обязательно. Как легко определить, когда человек вам пытается соврать? Автоматически его организм, когда он пытается соврать, хочет прикрыть рот. То ли почесать нос, то ли как-то тереть руку возле рта. Это бывает не со всеми людьми, но с большинством это происходит. Если человек профессионал, то, конечно же, от него вы ничего не увидите и разгадать не сможете. Что касаемо цены. Низкая цена, высокая цена – это никак не влияет на конечный результат. Единственное, что я хочу сказать. Если вы отдали небольшую цену, но вам сделали очень плохо, вы об этом будете сожалеть всю свою сознательную жизнь. Если вы отдали много, но вам сделали очень хорошо, об этом вы никогда не будете сожалеть. Тем более немножко пройдет времени, вы будете знать, что у вас там стоят двери классно, там либо машина покрашена хорошо, пускай вы отдали и дороже. Но вот когда вы отдадите много и вам сделают хреново, то вот уже совсем другой вариант. И, честно говоря, что в этой ситуации делать, я вам не подскажу. Если вам давали какую-то гарантию, следовательно, надо ее как-то возмещать. Если ее гарантию не давали, то, это уже, наверное, закон вашей кармы, ребята. Как говорится, читайте отзывы, и вы точно будете знать, насколько человек делает все хорошо. Не верьте никогда ни одним отзывам, ни на сайте, ни какой-то группе ВКонтакте. Все это полный шлак, и все эти отзывы, они либо куплены, либо их пишут их незнакомые, либо там еще какая-то херобора. Негатив там всегда фильтруется. Еще я хотел очень заострить внимание на инструменте. Инструмент не обязательно должен быть какой-то современный, но наличие хорошего инструмента это всегда приветствуется. Потому что это говорит о том, что человек пытается развиваться. Если он пытается развиваться, следовательно, он хочет все делать только лучше. Соответственно, и вероятность того, что он вам сделает работу хорошо. Вопрос в том, что знаете ли вы, какой инструмент там должен быть, какого не должно быть. Пускай. Пропустим это. Но когда вы видите этот инструмент, к примеру, у него в гараже, то у каждого инструмента должно быть свое место. Если у него есть свое место, то, соответственно, в гараже и порядок, и, как я уже говорил, у человека порядок в голове. Соответственно, он не тратит много времени на поиски этого инструмента и может больше заниматься вашим автомобилем. И в своей работе у него тоже все будет по полочкам. Все технологии будут, скорее всего, соблюдаться. Порядок, он должен быть. Я раньше этого не понимал, но сейчас я это все прекрасно понимаю. Люди делятся на два типа. Те, кто хотят заработать, на клиента пофигу, главное бабла сорвать. И те люди, которые хотят в первую очередь помогать клиенту, то есть решать его проблему и боль. Так вот, я вам рекомендую найти того человека, который хочет вам в первую очередь помочь. Он всегда вас выслушает, всегда вам посоветует. Он никогда не будет надменный, он никогда не будет выше вас. Он с вами всегда будет на одном уровне, а то и где-то себя поставит чуть-чуть ниже вас. Вот такие люди с большой долей вероятности всегда вам помогут. И не поимеют вас, и не заберут, и не украдут ваши денежки. Если ты мастер,
и ты будешь давать своему клиенту вот на чуть-чуть больше того, что он тебе заплатил, то поверь, за небольшое время у тебя будет столько много клиентов, что у тебя просто от них отбоя не будет. А когда у тебя за плечами будет очень большая очередь из клиентов, то, соответственно, ты сможешь давать цену чуть-чуть дороже. Запомните, ребята, неважно, клиент ты, либо ты мастер, в любой ситуации жизненной, в любой вообще абсолютно, всегда нужно оставаться человеком. И на твоей улице праздник наступит гораздо быстрее, чем ты его ожидал. Все, ребята, всем удачи и пока.